Всем привет, с вами Дэн, и как видите, коробочка практически не помещается у нас, да, в объектив. Ideal Night. Давайте открывать и смотреть. А потом расскажу, что это за бренд, когда он появился и откуда. И здесь, вот это я понимаю, понимаете, вот это вот сразу видно, да, турбиончик у нас. Что-то в подобном стиле иногда Hublot пакуют свои часы. Но давайте открывать. Вот это я понимаю. Весит, килограмм 1,5, наверное, точно. Так, и здесь кнопочка. Дерево. Мне кажется, это прям очень классное дерево. Комплект. Дополнительный ремешок. Как видите, кожаный, снизу каучук. Ха-ха-ха! О, люблю такие ремешки. Давайте здесь тоже достану. Так. Раскладывающаяся застежка, брендированная. А здесь что у нас? А здесь у нас лупа. Сразу, чтобы рассмотреть продукт в деталях. Не стесняются, ребяточки, не стесняются. Кстати, лупу, по-моему, Омега в какие-то спидмастеры кладет. Так, часы тогда пока немножечко в сторонку. И здесь, мне кажется, что-то еще у нас будет. О, инструмент для работы по браслету, да, укорачивания или замены на ремешочек. Здесь тряпочка. Здесь еще один ремень. Фирменная бакля в наличии. Так, у нас два ремешочка в комплекте. Здесь ремешок под крокодила, но я думаю, что это не крокодил. Хотя, может, я ошибаюсь. И инструкция на китайском языке. И не просто так, потому что у нас Ideal Night это, конечно же, китайский бренд, который появился в 2019 году как объединение ряда инженеров и дизайнеров. И в 2022 году они выпустили свои первые коллекции. Бренд очень нишевый, информации про него очень мало, такой внутрикитайский, но они успели уже даже представить пару моделей на ежегодном конкурсе в Женеве. Все модели сложные, с турбионами, скелетонированные и относительно дорогие. Дизайн главным образом индустриальный, ну и, как я говорил, продукт нишевый. Заявляется, что калибры собственной разработки, может быть, на базе каких-то сторонних, но, честно говоря, точной информации я не нашел. А часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time. Итак, Ideal Night, Night Spider, ночной паук, референс у этой модели IK6802-9. Здесь у нас турбион, механизм с ручным подзаводом, парящий турбион, калибр P6805, 28800 полуколебаний в час. Запас хода около 40 часов, то, что я нашел информацию по нему. Водозащита 50 метров, сапфировое стекло сверху и снизу. Люминофор на метках и стрелках. По размерам сейчас, конечно же, с вами пройдемся. И ритейл в России, здесь я прям даже могу вам показать, 184 с небольшим тысячи рублей. И, как вы знаете, китайские турбионы есть абсолютно разной ценовой категории. Их можно взять и за несколько сотен долларов, их можно взять и за несколько тысяч долларов. И часто они отличаются двумя важными вещами. Это качество отделки и качество самого турбиона. То есть, как его собрали, как его отполировали, как его протестировали, настроили и так далее. Потому что в плане турбиона это, конечно же, критическая вещь. Модель называется «Ночной паук», и, конечно же, все это находит отражение в дизайне, поскольку, как видите, часть циферблата здесь и стрелки представляют собой такого вот паука. Давайте тут вот стрелочки так вот передвинем, чтобы у нас совсем был паук. Циферблат, да, у нас получается скелетонированный, и оставлено, по сути, только вот эти вот части паука, лапки задние, лапки передние, и стрелки, они тоже какой-то такой формы, тоже паучьей, да, и у нас еще и камень здесь виден, такой рубин, который
если вот в темноте посмотреть, он прям аж как будто бы горит такой, да, ну, прикольно. И они люминофор еще положили так специально, чтобы это был именно паук. Прикольно, да? Паутина здесь также, вот метки, если мы посмотрим, потому что паук такой в паутине. Эстетически я бы сказал так, что очень мне эта модель напоминает некоторые творения Роже Дюбуи, где также во главу угла ставят вот такое скелетонирование и техностиль. И здесь тоже скелетонирование плюс техностиль. Давайте, кстати, быстренько еще пройдемся по важному. Да, у нас получается 41,6, ну почти 42, да, по диаметру этих часов. Хотя по-разному, конечно, можно их измерять, но в принципе вот 40-42 даже здесь чуточку меньше. 11,7 высота. Дальше по браслету 22 и от ушка до ушка здесь получается 50. То есть, с одной стороны, это не самые маленькие часы, но мы же понимаем, что здесь механизм скелетонированный, здесь турбион, и, в принципе, ну, похожие модели, они обычно такие, больше 40 мм уж точно. Здесь есть очень интересная фишка, которая присуща обычно только прям дорогим люксовым брендам, это то, что у нас прозрачная боковая часть по корпусу, нарочито это сделано, чтобы дать, с одной стороны, воздуха и пространства, да, а с другой стороны, конечно же, рассмотреть механизм более детально. Это удел, да, топовых брендов. Я у доступных брендов, честно говоря, такое еще не встречал. Если вы встречали, напишите обязательно. Здесь прям по всему диаметру часов, только вот где винтики у нас здесь крепят заднюю крышку, только там вот как бы нет этой прозрачной части. Здесь везде абсолютно мы можем рассмотреть прозрачную часть на механизме. Со всех сторон можно его разглядеть. И это говорит о чем? О том, что производитель не переживает за качество отделки. Поэтому мы, конечно же, внимательно и с пристрастием посмотрим на качество отдела Nike. В последние годы, конечно же, качество оборудования и технологий в Китае одно из самых современных в мире, что позволяет делать часы с невероятным доселе качеством отделки и благодаря массовости по низким ценам. Но здесь Tourbillon, да, не массовые часы, далеко не массовый бренд, поэтому цены не низкие. Но, опять же, я вам говорю в целом, да, про китайскую промышленность. Но скелетон это всегда, конечно же, двойная нагрузка, потому что здесь больше видимых деталей и качество отделки здесь просто-таки имеет ключевое значение. В скелетоне главное это нечитаемость, потому что читаемость в скелетоне это прям даже не второе, не третье и не пятое, это прям вот далеко. А качество отделки это самое главное. И знаете, я эти часы до обзора внимательно рассматривал, смотрел на солнце под искусственным светом, да, делал какие-то фотографии. И мне понравилось. То есть, вот этот граненый корпус, эти ушки, кстати, ушки здесь тоже такие паучьи. И ушки как бы отходят от корпуса. Очень интересно сделано. То есть, у нас корпус вот абсолютно круглый и весь стеклянный, да, по бокам все видно. А ушки отдельно. И ушки-то тоже такие паучьи лапы. То есть, здесь вот эта идея паука, она, конечно, выражается и в том, что они сделали на циферблате, как они сделали циферблат. И как они в целом сделали корпус, потому что, опять же, круглый, да, и вот у нас тут такие паучьи ушки. Ну и все это скелетонирование, такой вот и черный цвет, это вот как раз идет здесь. И, по-моему, в плане реализации идеи здесь все здорово. И в целом у паука, знаете ли, с отделкой все в порядке. То есть за свою цену это очень качественное исполнение, особенно с учетом того, что это еще и турбион. Потому что, сами понимаете, турбион это все-таки не так и дешево, особенно если вы нормальными руками и правильно собираете. Конечно, отделка техно, она упрощает задачу. Все-таки здесь нет какой-то сложной гравировки, полировки. Да, если мы говорим именно вот по циферблату, если мы посмотрим на заднюю крышку, где у нас турбион, если мы говорим про мосты, там платину. В общем, здесь именно техноотделка. Но она выполнена на прекрасном уровне. И потом в макро, конечно же, все это рассмотрим. Но, знаете ли, впечатляет. Ожидал я такого? Честно скажу, ожидал. И, опять же, поскольку здесь все-таки они выбрали именно техноотделку. Потому что
Ну, серьезно, скажу так, что техноотделка, да, она упрощает задачу, все-таки здесь нет чего-то такого суперсложного, но действительно качественные скелетоны ручной отделки с классической полировкой, такой там женевские волны там, и так далее, все вот, это стоит все очень дорого. И дешево их произвести попросту невозможно. А если вам кажется, что ваш скелетон там, за 1000, за 2000 долларов хорош, просто посмотрите на него под лупой, все надежды угаснут. Да, здесь, конечно, дизайн на любителя, но часы, как мне кажется, концептуально сделаны хорошо. Вот вам паук, вот вам своего рода паутина, сложный корпус, хорошо сочетается с браслетом, представляет такое понятное единое целое. На мой вкус, можно было, наверное, и без стилизации паука обойтись, да, сделать их чуть более универсальными, но это, в общем, вопрос такой уже сильно субъективный. Читаемость, несмотря на скелетон и турбион, и паука, более-менее сносная, если термин вообще применим к скелетонам. Но скелетоны покупают не для этого и носят тоже не для этого. Корпус красив, гармоничен, прекрасно исполнен. Мне нравятся ушки, да, вот мне нравится то, что он тонкий, то, что он на ручном подзаводе, то, что здесь все абсолютно прозрачно. Вы можете рассмотреть в деталях этот механизм со всех сторон. Здесь классный браслет, пятизвенный, очень классно исполнен, такой прям, ну вот он вообще просто шелковый, прекрасный браслет с супер геометрией, очень, очень здорово сделан. Сложный, зеркальная полировка, сатинирование, все здесь есть, да. Застежка бабочка, в повседневной носке, опять же, это будет максимально удобно. Звенья есть достаточно такие короткие, то есть поднастроить под себя можно. Ну и сзади, опять же, можно рассмотреть механизм во всех деталях. Он такой черненый, нарочито, потому что у нас паук, да, и, в общем, есть на что посмотреть. Система быстрой замены браслета, опять же, присутствует, поэтому можно быстренько ставить ремешки, которые идут в комплекте. Что касается того, как они носятся на запястье. Мое запястье 18,5 в обхвате. Ну, как видите, достаточно удобная модель. Она невысокая и, знаете, такая плоская, она прям лежит на запястье, ушки вот эти очень удобные, они классно смотрятся, они абсолютно ни на что не похожи. И браслет, который просто, вот знаете, как приятная ткань, он облегает запястье. Вот его особо и не чувствуешь, он вот все вот идеально ложится, потому что многозвенный, очень гибкий такой, прям мягкий. И посмотрите, как это все переливается. Ой, красота, красота! Браслет просто потрясающе сделан, знаете, с пониманием того, как должны быть сделаны приятные и хорошие браслеты. Так, на полном браслете у нас вес 154 грамма. Ну, кстати говоря, не так уж и много, с учетом того, что это не самые маленькие часы. Что касается запаса по браслету, то сантиметра 4 здесь точно есть, так что и на достаточно крупное запястье подойдет. Ну что, паучок, вот мы тебя и рассмотрим. О, а здесь стрелки еще такие сложные, они тоже скелетонирование, они изогнуты. И вот он, паук, да, такой с вертикальным сатинированием, очень симпатично. Турбион. Метки такие черные здесь. Есть еще и минутная разметка, и часовая. Сделано очень приятно. Полировочка шикарная. Ну и вот боковая часть, да, здесь можем мы посмотреть с вами механизм. Браслет просто потрясающий здесь. И невероятен. Ну и задняя крышка тоже прозрачная. Здесь как раз вот у нас основные характеристики механизма указаны. И можно также на него посмотреть сзади. Ну, что хочу сказать по итогам. Да, конечно, не для всех. Но это и хорошо, потому что скучных, однообразных часов на рынке, ну, наверное, 90%, если не больше. Эта модель подойдет для тех, кто хочет выделиться, попробовать турбион, попробовать скелетон. При этом с учетом качества и комплекта, кстати, здесь прям такой жирный подарочный комплект, цена весьма адекватна. И еще один критический плюс. Гарантия в России. Это супер важно для турбионов, потому что его обслуживать крайне и крайне затратно.
Пишите, как вам этот турбион, чего еще такого необычного показать вам на канале. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.